В необъятной России огромное количество красивых мест с потрясающей природой. Одно из них – Карелия, еще ее называют краем тысячи озер. На самом деле озер там не тысяча, а много больше, несколько десятков тысяч. По всей поверхности этого края находятся голубые бусинки с прозрачной и очень чистой водой. Современный человек настолько избалован городом, где ему удобно и комфортно, что считает жизнь среди этой красоты нелегким и трудным делом. И основания для этого точно есть, чтобы жить на природе, требуется больше усилий, чем в городе. Но тем счастливчикам, кому довелось побывать в этих краях, становится понятно, что приложенные усилия стоят того, и жить без такой красоты и ощущения свободы уже невозможно. И многие остаются там, променяв городской комфорт на жизнь, полную трудностей и приключений. Не так уж и много в Карелии живет людей, но зато проживает очень много животных. Они под защитой закона и полноправно хозяйничают на этой земле. Порой это приводит к не очень хорошим результатам. Так случилось и в этой истории. Мама-медведица вместе с несмышленными медвежатами шла к озеру. Дети еще не знали, куда ведет их мать, но когда она залезла в озеро, чтобы перебраться на тот берег, ничуть не усомнились в ее решении. Они ведь целиком и полностью доверяли маме, она для них была всем. Медведица отлично знала дорогу, не раз приходила на это озеро добывать пищу. Ей покорение водного пространства давалось легко, поэтому она даже и не задумывалась, что для ее маленьких медвежат это станет трудным испытанием. Сначала все шло как нужно, мать плыла впереди, а медвежата усердно гребли лапками чуть позади нее, стараясь не отставать. Но спокойная вода закончилась, и все трое попали в стремительный поток, который хватал малышей и пытался утащить назад как можно дальше от мамы. Медвежата сильно пугались и из последних сил гребли, перебирая лапками и стараясь не отстать от матери. Взрослая медведица без особых усилий справлялась с выходками подводного течения, и преодоление стремнины ей давалось легко. Чего не скажешь о малышах, они истратили последние силы на борьбу с бурной водой, и их силенки быстро закончились. Каждое движение лапой им казалось большим подвигом, они были беспомощны и начали громко реветь: «Мама, мама, помоги нам, спаси!». Поток мешал им плыть, и детям казалось, будто они находятся на одном месте. То вдруг он подхватывал их и без того слабенькие тела, крутил во все стороны и окунал в воду. Маленькие пловцы после этого начинали паниковать, у них вдруг появлялись силы, и медвежата опять пытались бороться за свою жизнь. Медведица уже пересекла озеро и оказалась на том берегу. Теперь она с беспокойством бегала из стороны в сторону, наблюдая, как ее детки борются за жизнь. Она бы все сделала для их спасения, но не знала, что предпринять. Оставалось только одно – ждать. Может быть, маленькие пловцы каким-то чудом преодолеют этот поток и окажутся в спокойной воде. А там уж течение вынесет детей на берег, и вновь все будут вместе. Но надежды на это таяли с каждой минутой, потому что у косолапых совсем не оставалось сил, они все чаще и чаще погружались в воду. Медведица устала наблюдать, как пропадают ее дети, она бросилась обратно в студеное Карельское озеро, но тут ее чуткий слух уловил звук. Прислушавшись, она поняла, что это шумит моторная лодка. Медведица была опытной и умной и сразу же поняла, что это люди. Несколько раз она сталкивалась с ними, это были странные существа, немножко напоминавшие облысевших медведей и постоянно носящие какие-то непонятные штуки. И в общем-то всегда добрые, медведица еще не знала, что человек бывает жестокими. Как и не знала, что животные в Карелии защищены законом, поэтому люди и не показывают свою жестокость. У медведицы не было никакого желания доверять двуногим, но в этом случае выбирать не приходилось. Животное остановилось и стало смотреть, что же эти двое будут делать дальше, увидят ли беду, приключившуюся с медвежатами. И они увидели. Один вдруг замахал руками и начал своему товарищу показывать на тонущих бедолаг, что-то говоря. Потом заглушили мотор, и лодка, влекомая течением и силой инерции, направилась в сторону тонущих маленьких повелителей тайги. Медведица обрадовалась, вдруг смогут помочь, спасти малышей и вытащить их из воды.
Оставалось только молиться всем медвежьим богам, чтобы это произошло. «Смотри-ка, Саня, а ведь действительно медвежата. Мелкие еще, им бы в берлоге сидеть. И чего их сюда понесло?» — сказал один рыбак, перегнувшись через борт. «А что тут непонятного?» — ответил второй. «Вон туда посмотри, и сразу все понятно станет». Он достал большой подсачек и показал головой на берег, где сходила с ума мама-медведица. «А, вон в чем дело», — ответил его товарищ, позабыв, что медвежатам нужна немедленная помощь. Но просьба Александра сразу же вернула его к действительности. «Помогай мне, чего застыл?» Рявкнул он, подтягивая к себе подсачек, в который умудрился с первого раза поймать медвежонка. «Зверек-то тяжелый, не мне же одному его вытягивать. Не вытащу». Напарник сразу же кинулся помогать, схватил мокрого испуганного медвежонка за шкирятник и затащил того в лодку. Тот же не только не сопротивлялся, а даже наоборот, цеплялся, что есть силы, за борт и пытался залезть внутрь моторки. «Ох ты, ну и когти у него!» — улыбнулся Саня. Сам от горшка 2 вершка, а когтища огромные. Медвежонок хоть и был уже в безопасности, но все то никак не мог отойти от пережитого ужаса. Но еще оставался его братик, его тоже нужно было немедленно вытаскивать из воды. Он уже совсем обессилел, не был способен сопротивляться воде и тихонько опускался на дно. Но вдруг опутавшая его сеть не позволила завершить печальный путь вниз, а вытянула на поверхность. Сразу же стало светлей, и ужасная вода перестала проникать в пасть и нос. «Ух ты, красавец какой попался в наши сети!» — сказал человеческий голос, и чьи-то руки взяли его за загривок и затащили в лодку. Из медвежонка вылилась вода, которой он наглотался, борясь за жизнь, и он уставился на новых знакомых. Ему еще ни разу не доводилось видеть таких существ, и было боязно, неизвестно, что они могут сделать и чего от них ждать. Однако была абсолютно понятна одна простая вещь: он будет жить дальше, а что может быть важнее этого? Люди опять завели мотор, тот громко заворчал, и лодка помчалась вдаль, увозя медвежат подальше от мамы-медведицы. Та поднялась на задние лапы, заунывно рыча на людей, которые куда-то повезли ее деток. Ей так хотелось, чтобы детей вернули. «Нет, нет, прямо медведице мы отдавать этих бедолаг не будем. Кто знает, что она думает, решит еще, что мы для ее детей опасны и все, порвет нас», — объяснял опытный Александр своему напарнику. «Мы лучше немножко вниз по реке спустимся. Медведи хорошо чуют запахи, нас с тобой за 30 километров может учухать. А уж деток своих да еще поблизости сразу найдет, не сомневайся». Так и получилось, рыбаки высадили медвежат совсем недалеко и видели следующую картину. Встревоженная мамаша прибежала, а радостные дети-медвежата встретили ее. А после все трое стояли на озерном берегу и смотрели на уплывающих рыбаков, оказавшим им помощь. Вроде как хотели таким образом выразить благодарность тем двуногим, кто не смог пройти мимо чужой беды и вовремя подставил руку помощи.